Привет! Представь, что ты за 7 минут можешь сделать полноценный дизайн сайта. Звучит нереально, правда? В этом видео я покажу тебе, как сделать дизайн сайта с помощью Relume. Поехали! Заходим на сайт Relume, создаем бесплатный аккаунт. После входа ты попадаешь в личный кабинет, где можно создать проект. Итак, создаем новый проект. Здесь у нас есть различные вкладки: карта сайта, прототип интерфейса и дизайн-система. Первая задача – составим карту сайта. В левой панели вводим короткое описание компании. К примеру, онлайн-платформа для аренды спортивного оборудования и инвентаря. И в конце название компании. Здесь выбираем приблизительное количество страниц, которые мы хотим получить. Дальше язык, я выберу русский. И генерируем карту сайта. Сейчас мы можем наблюдать, как создаются страницы. Главное, здесь же о нас, услуги и контакты и соответствующие разделы. Также создалась страница «Прокат спортивного оборудования». К примеру, на нашей главной странице мы можем откорректировать всю информацию, которую нам захочется, как в заголовках, так и в описании. Очень важно хорошо описать каждый раздел, так как это влияет на следующий этап. Итак, у нас есть панель навигации, раздел заголовка героя, раздел функции, раздел списка, преимущества, контакты, язык к действию, а также раздел сравнения. Мы можем корректировать информацию, менять разделы местами. Оставим на месте и посмотрим, что же у нас есть еще. Можем добавить раздел через панель добавления. Сейчас я хочу оставить страницу главной и о нас. Остальные страницы удалю. Переходим к следующему этапу. На вкладке «Прототип наших страниц» мы можем наблюдать страницу главная, и о нас мы видим, что в бесплатной версии страница о нас недоступна, и создана одна главная страница согласно предложенной карте сайта. Здесь автоматически создаются каркасы страниц и секций на основе твоей карты сайта. Каждый блок можно редактировать, менять текст, изображение, кнопки, видео и даже генерировать новый текст одним кликом. Попробуем заменить первый блок нашего сайта. Когда мы нажимаем кнопку «Сгенерировать копию», у нас добавляется актуальный текст. Что же можно заменить в следующем блоке? Посмотрим, у нас есть описание, у нас есть фон. Выберем другой слой, заменим его, сгенерируем копию. Также поменяем количество колонок для примера. Не забывайте переключаться между режимами для компьютера, планшета, телефона. Это важно для проверки, как сайт будет выглядеть на различных устройствах. Следующая вкладка «Дизайн-система». Здесь слева мы можем видеть концепцию первую. Она включает цвета, типографику и стили. Можно создавать несколько вариантов дизайна и показывать их клиентам, чтобы выбрать лучший перед финальной разработкой. Перемешаем цвета. Мы можем добавить до 5 цветов или удалить ненужные. У цветов можно настроить оттенки. Нажимаем на кнопку «Редактировать» и подбираем нужный оттенок цвета. Посмотрим, что получилось. Если заблокировать цвет, то при перетасовке цветов заблокированные не изменяются, а изменяются только цвета, которые мы перемешиваем. Перейдем в режим темной темы. В типографике выбираем шрифты для заголовков и основного текста. Можно подобрать необходимый шрифт, посмотреть, как он будет смотреться на сайте, а также изменить размер, начертание и стиль шрифта. Сгенерируем новую пару шрифтов. Переходим к следующему разделу «Стиль пользовательского интерфейса». Здесь можно заменить дизайн как кнопок, так и изображений.
А также сверху есть возможность отредактировать скругление углов. Обратите внимание, что при нажатии на блок заменяется цвет фона на тот, который вы внесли в палитру цветов. Релюм можно попросить удивить меня дизайном. Таким образом генерируются комбинации в цветовой палитре, шрифтах и стилях пользовательского интерфейса. Кроме тех параметров, что мы заблокировали замочком как постоянные и неизменные. При нажатии на всплывающую иконку под шапкой страницы мы можем заменить наш логотип или внести корректировки. Если в голову пришла идея и ты решил протестировать новый концепт, тогда создавай его вот таким образом. По этой кнопке мы можем посмотреть наши варианты дизайна сайта. Теперь я хочу перенести проект Figma и доработать. Нахожу плагин Renew, он загружается и открываем его. Здесь мы должны нажать «Открыть Figma». Слева находим вкладку «Концепт». Снова нам нужен плагин Renew. Выбираем то, что мы уже создали в Renew. Здесь меня интересует импорт одной из концепций. К примеру, первая. Ждем, пока загрузится. Здесь можно посмотреть созданные переменные. Если я хочу заменить фон блока, то можно подобрать из библиотеки уже имеющихся цветов. Вот и все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, было полезно. Подписывайтесь и ставьте палец вверх. До новых встреч!